Сегодня делаем плетение волчий хвост. Расчеты на эту и другие виды цепей есть в приложении. Ссылка на главной странице канала и в описании к видео. Давненько не виделись, и я рад приветствовать вас на цепелогии. Для изготовления волчьего хвоста понадобится 2 ригеля. Накручиваю на них проволоку в плотные спирали, а затем нарезаю на кольца. Должно получиться 3 размера колец. Первый размер с коэффициентом 4 был намотан нагартованной проволокой на большой ригель. Второй размер с коэффициентом 3,8 был намотан отожженной проволокой на большой ригель. И третий размер был намотан отожженной проволокой на меньший ригель. У всех колец диаметр проволоки одинаковый. Подготавливаю кольца. Окунаю во флюс. Прогреваю до кристаллизации флюса, а затем прокаливаю. Все большие кольца закрываю, оставляя зазор в 1,2 мм. Потом перехожу к пайке. Зазор в 1,2 мм позволяет сформировать шов, не требующий дополнительной обработки, так как значительная часть припоя затягивается в стык. Снимаю флюс в теплом водном растворе лимонной кислоты. Теперь беру кольца с коэффициентом 3,8 и придаю им вытянутую форму. Теперь я воспользуюсь дизайн-плитой. Этот инструмент можно приобрести у партнера канала, магазин Инструмент 585 РФ. Перейти можно по ссылке под видео. Выкладываю подзвенки в профильные углубления и придаю им окончательную форму. При этом использую тот же ригель, на который накручивались большие кольца. Добиваюсь полного огибания ригеля. Теперь разделяю заготовки в группы по 3 штуки. Так, чтобы на одно кольцо с коэффициентом 4 приходилось по 2 подзвенка. Собираю звено. Фиксирую подзвенки на кольце при помощи обжатия.
Помимо обжатия, подзвенки можно закрепить пайкой. Всего может быть от 4 до 6 мест пайки. На следующем этапе нужно соединить сформированные звенья посредством маленьких колец с коэффициентом 2,4. Сначала соединяю звенья на одно кольцо. Затем, предварительно подготовив место прошивкой, добавляю второе парное кольцо. Приступаю к последнему этапу пайки. Важно обеспечить зазор между кольцами во избежание их спаивания. После пайки снимаю флюс. Немного галтую. Теперь можно придать окончательную форму маленьким кольцам. Для этого воспользуюсь длинногубцами с фиксацией угла сжатия. В этом случае размер маленьких звеньев будет постоянный. Остается совсем немного. Открыть спрятанные грани. Я опиливаю каждую сторону в двух направлениях. Это позволяет сформировать симметричный рисунок, особенно если фиксация подзвенков была выполнена обжатием. На этом все. Благодарю за просмотр. До встречи на цепилогии.